Ой, не могу, в глаз попал шампунь. Блин, что делать? И не могу отключить камеру, потому что руки в пене все. В общем, вы поняли, что шампуня надо брать в 2 раза меньше. Потому что я в этот раз смотрела на камеру, сколько я наливаю, и в итоге я налила слишком много. Всем привет! Сегодня хочу показать вам, как проходит мое летнее утро с 3 детьми. Я стараюсь вставать как можно раньше, часов в 6 утра, лучше даже в 5, еще до того, как проснутся дети, чтобы сделать какие-то свои дела, настроиться на предстоящий день. И если у меня не приготовлен завтрак, то я готовлю завтрак, например, варю кашу или делаю сырники. К сожалению, так рано не всегда у меня получается вставать, потому что, видимо, организм устает. Иногда я встаю в 7 часов, и уже вскоре просыпаются дети. Первым просыпается старший сын, они все собираются, как правило, в нашей спальне, мы лежим какое-то время на кровати и уже затем идем умываться и завтракать. Муж уходит на работу до пробуждения детей, у него рабочий день начинается достаточно рано, и он такой человек, что он дома не завтракает, поэтому завтрак мне ему не нужно готовить, я завтрак готовлю только детям и себе. В этот день я только почистила зубы, чищу зубы я своей любимой пастой от Faberlic, вот такой отбеливающий, хотя, честно говоря, меня муж постоянно ругает, говорит, зачем ты берешь отбеливающие пасты, ими вредно часто пользоваться, но вот мне очень нравится эта паста, поэтому я с удовольствием ей пользуюсь. И в этот день я не умывалась никакими умывалками, потому что я знала, что чуть позже я пойду в душ. Как можно раньше я стараюсь застелить все постели, и постели детей, и свою, и накрыть все покрывалами аккуратно. Мне кажется, что даже если в квартире, в доме нет уборки, все равно, если постели заправлены, то это как-то тебя собирает, и визуально квартира аккуратно смотрится. Пытаюсь приучить, чтобы дети это сами делали. Иногда они заправляют. Мне не важно, даже пусть они там как-то криво, косо, самое главное, что заправят, я могу потом подойти и перестелить уже более аккуратно. You go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Сейчас вам вставлю кусочек такой реальной жизни, чтобы вы понимали, как у нас на самом деле проходит утро. Бывают и капризы, и плач, в общем, все как у всех. Вот сейчас попросила чистить зубы. У нас Родион почему-то не очень любит чистить зубы, умываться, ходить в туалет, поэтому вот случается и такое. Ты зачем маму обижаешь? Давай, умывайся. Давай, умывайся. Нет, а почему ты не хочешь умываться? Все, давай, умывайся. Давай. Рычку лапшу мы едим вечером. А утром мы едим кашку. Не надо, мама. Все, давай. Я жду, когда ты умоешься. И сейчас раскладываю кашу по тарелкам. Сегодня я сварила кашу «Дружба». Это рис плюс пшено. А обычно я варю либо кашу «Дружба», либо овсяную кашу, либо манную. Сырники также делаю, но их делаю реже. Вообще я за то, чтобы завтрак был такой плотный, потому что мы потом идем гулять, и покушать нужно хорошо. Я приучила детей, что утром мы обязательно едим кашу. Я против всяких хлопьев. Мне кажется, это все не полезно, поэтому дети у меня едят кашу. И кашу я добавляю какие-то фрукты, например, яблоко или банан. Хотя во время приготовления я добавляю сахар тростниковый в кашу немного, но все равно с фруктами она получается еще вкуснее, и дети ее едят с удовольствием. Единственный момент, у детей все-таки разные вкусы. Например, овсяную кашу любит старший сын, а средний сын ее не любит, он любит манную. Но приходится им друг под друга подстраиваться, или по желанию я могу среднему сварить манную кашу.
Малыш в это время тоже с нами на кухне, он вообще не любит оставаться один, поэтому очень выручает вот такие качели. Я их покупала не сама, нам их дарил на рождение мой родной брат. И вот мы очень рады такому подарку. Малышу сейчас 8 месяцев, и до сих пор они меня выручают. Наконец-то иду заправлять и нашу постель. Сейчас у меня застелен мой любимый комплект с авокадо. Единственное, здесь простыня не на резинке. Все хочу докупить на Валбере специальной резинки. Мне советовала моя подписчица. Маш, тебе привет. Но никак все их не закажу, поэтому простынка постоянно съезжает и приходится ее поправлять. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Затем иду купать малыша. Знаете, кто-то скажет, что купать лучше вечером, перед сном. В принципе, я согласна, но, знаете, у меня в этом деле по настроению. Иногда бывает, что я так устану, или, например, малыш заснет раньше, и я его уже не бужу и не купаю, а купаю уже на следующий день. Поэтому у нас всегда по-разному. Я могу искупать и вечером перед сном, и я могу также искупать и утром. И купаю я малыша с вот таким средством от Organic Zone. Оно мне очень нравится. Это уже не первый мой тюбик. Малыш после такого купания сразу такой душистый. В общем, очень нравится мне это средство. Еще очень нравится, что оно полностью на натуральных компонентах и, несмотря на это, хорошо пенится. Малыш у меня сам еще пока не сидит, только ползает. Я все жду, когда он сам сядет. Но вот, например, чтобы искупать, я его буквально там на несколько минут могу посадить. А так вообще я его там специально не сажаю, подушками не обкладываю. После купания Ромы я вытираю фланелевыми пеленочками, они потолще, чем ситцевые. У нас нет полотенца, я уже рассказывала об этом в своих видео. Мне удобнее ребенка вытирать пеленочками, потому что я его в течение дня мою несколько раз, подмываю, и если было бы это полотенце, то оно бы просто не успевало сохнуть, а пеленочками удобно. Ты вытер и тут же ее бросил в стирку, взял следующую. Ну а тут показываю, как я Роме одеваю подгузник, бодик. Вообще, конечно, дети в этом возрасте не любят одеваться. Тут только запастись терпением и как-то отвлекать их. Но еще можно дать пустышку, пока одеваешь, чтобы малыш не плакал. Иду малышу разводить кашу. Вот такая каша гречневая у нас фрутоняня. В принципе, она мне нравится. И чтобы не было комочков в каше, нужно именно в воду всыпать постепенно кашу и сразу ее размешивать ложечкой. Тогда каша получится без комочков. Рассказываю, потому что помню, когда у меня появился первый ребенок, я разводила эти кашки, вечно они были с комочками, и не знала я, почему так у меня получается. Кстати, кашу у меня малыш ест как-то так не особо с удовольствием. Хочу попробовать другие кашки. Что-то гречневое ему не особо нравится, не знаю почему, но вот если сравнивать, например, с творожками, то творожки он ест с удовольствием. Я когда монтировала видео, поняла, что я не засняла процесс, как я сама завтракаю, но в принципе там особо показывать нечего. Я ем то же, что едят и дети, то есть это либо каша, либо сырники, либо я могу съесть творог в брикете такой мягкий, полить его сметаной, там добавить банан, и это будет мой завтрак. И также утром за завтраком я пью зеленый чай. И натощак, всегда, когда я просыпаюсь, я пью теплую воду. Ой, бумс! Хохотит, да? После завтрака малыша я кладу в кроватку. У нас кроватка так выполняет еще роль и манежа. Он там занимается своими делами, играет с игрушками. А старшие дети тоже занимаются своими делами. Например, Лев читает, Родион играет в машинки. И если нет никаких криков, никто не капризничает, то я могу минут на 10-15 сходить в душ. Я уже рассказывала вам в предыдущих видео, что я купила себе щетку для сухого массажа. И уже несколько раз я ей пользовалась. Очень понравился мне этот
этот процесс. Я вам здесь немного показываю этот процесс, как я пользуюсь щеткой. В инструкции к ней было написано, что массажировать ей можно все тело, начиная с кончиков ног. То есть вы как бы поднимаетесь от конечностей к середине тела. Очень мне нравится действие этой щетки. Сразу видно, что усиливается кровообращение, кровь приливает к верхним слоям. Я очень надеюсь, что с помощью этой щетки мне удастся победить целлюлит, который после 3-х родов у меня достаточно выраженный. Так что я сейчас с ним активно борюсь, но пока мне нравится, как эта щетка себя ведет. Кстати, ребят, когда я боком поворачиваюсь, вы можете видеть у меня на бедре 2 ямочки. Это следы от прививки БЦЖ. Дело в том, что я родилась в Германии, в Магдебурге, и в то время прививки БЦЖ ставили не как у нас в предплечье, а именно в бедро. Так что вот такой интересный факт. Если кто-то меня смотрит из Германии, напишите, будет интересно почитать. Также сейчас ставят прививки БЦЖ или по-другому. Кстати, щетку я повесила специально на крючок в ванной комнате, чтобы когда иду в душ, никогда про нее не забывала. Потому что первые дни она лежала у меня в комнате в шкафу, и я просто про нее забывала. Для волос я использую вот такой шампунь, тоже от Organic Zone, интенсивный рост. Очень мне нравится этот шампунь, и как он промывает волосы, и его аромат, и достаточно небольшого количества, чтобы он хорошо пенился и промыл все волосы. Ой, не могу, в глаз попал шампунь. Блин, что делать? И не могу отключить камеру, потому что руки в пене все. В общем, вы поняли, что шампуня надо брать в 2 раза меньше. Потому что я в этот раз смотрела на камеру, сколько я наливаю, и в итоге я налила слишком много. Бальзам у меня также из этой серии от Organic Zone. И вот такая маска у меня с АХ-кислотами. Здесь я вам показываю, какая у нее текстура. Кстати, достаточно большая баночка, надолго ее хватает. И повторюсь, что все эти продукты на натуральных компонентах, что, конечно же, очень радует. А в этот раз, когда мне пришла посылочка от Organic Zone, я еще выбрала вот такие гели для душа. Вот этот гель для душа с экстрактом апельсина и иланг-иланг я просто обожаю. Я заказываю уже не первый раз. Я вообще очень люблю аромат иланг-иланга в сочетании с апельсином. Это просто что-то бомбическое. И взяла попробовать вот такой бодрящий гель для душа, у него более свежий аромат. Средства Organic Zone можно заказать на Wildberries, на Озон и на FoFresh. Ссылочку на официальный сайт я оставлю внизу в описании под видео, так что проходите и выбирайте. После того, как мы позавтракали, я сходила в душ. Если я успеваю, я делаю себе ежедневный легкий макияж. В этом видео я его не показываю. Оставлю ссылочку на видео, где я подробно на этом останавливаюсь. И мы наконец-то идем на улицу гулять. Вообще, мне кажется, летом прогулки это просто спасение, и я готова гулять с утра до вечера, потому что детям некуда дома выплеснуть эту энергию, и они просто сходят с ума. Мы ходим на разные площадки, мы ходим в парк недалеко от дома. И тут, кстати, хочу затронуть такую тему. Вообще, тяжело ли с 3 детьми? Вот на сегодняшний день, летом, пока каникула, пока старший у меня не ходит в школу, средний у меня еще не ходит в сад. Сейчас я могу сказать, что да, мне реально тяжело. Но я креплюсь, я надеюсь, что все это временно, дети растут и будет становиться все легче. Вообще, знаете, в таких экстремальных условиях, когда ты ничего не успеваешь, когда у тебя 3 детей, когда ты с ними одна, мне кажется, наоборот, организм начинает собирать все свои ресурсы, и ты больше успеваешь, чем если бы ты находилась в более таком расслабленном положении. Меня периодически спрашивают друзья, знакомые, как ты вообще одна с детьми, как ты все успеваешь. Вы знаете, у меня все время присутствует такая мысль, что мне не на кого надеяться, да, мне не на кого переложить свои обязанности, я могу рассчитывать только на саму себя. И эта мысль, мне кажется, она меня как-то внутренне собирает, потому что когда ты знаешь, что есть какие-то у тебя помощники, то это тебя немного расслабляет, и я согласна с таким утверждением, что если ты ничего не успеваешь, добавь себе еще дел. Вот я с этим полностью согласна, но, конечно же, я в полной мере, я никоим образом как-то так не хвалюсь, не кичусь, что
я такая супермама, что я все успеваю. Нет, конечно же, я много чего не успеваю. Как муж у меня любит говорить, просто нужно расставлять приоритеты и в первую очередь делать первоочередные дела. Мы уже вернулись с прогулки, и сегодня я хочу приготовить борщ. Я его буду готовить быстро, потому что мы приходим, дети, естественно, хотят есть. Но меня на этой неделе очень спасали мои заготовки, которые я показывала вам в предыдущем видео. У меня буквально каждый день было новое блюдо, и вот сегодня у меня готовы фрикадельки в заморозке, то есть я их бросила, тут же бросила картошку. У меня, кстати, была в заготовках еще морковка. И достаточно быстро я борщ сварила. Так что, ребят, заготовки это очень удобно. Я знаю, что есть такие люди, которые говорят, что любят свежеприготовленную каждый день еду, но когда у тебя нет времени, я думаю, что у кого есть дети меня поймут, то заготовки это очень удобно. В этот раз борщ я делала без капусты. Я часто так делаю. У меня дети не очень любят вот зелень, молодую капусту. Они сразу говорят: мам, вари без капусты, хотя сама я люблю с капустой. И обязательно в борщ кладу чеснок. В идеале, конечно, чтобы чеснок был свежий, выдавить его через чеснокодавку, но у меня был сушеный чеснок, в принципе, с ним тоже получается вкусно и ароматно. Так что вот такой у нас сегодня получился обед. Друзья, на этом буду с вами прощаться. Надеюсь, вам интересно было смотреть это видео. Прошу прощения, что не показала какие-то моменты более подробно, но боюсь, тогда видео бы получилось очень долгим. Оставляйте свои комментарии внизу под видео, будем общаться с вами там. Если видео вам понравилось, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх, и спасибо всем, кто досмотрел его до конца. До встречи в новых видео. Всем пока-пока.